2023 год. Эстония выпускает тысячи угрей в реки и озера. Угри – змееподобные подводные хищники длиной 3 фута каждый. Зачем стране нужна армия скользких убийц в собственных водах? Ответ прост. Один маленький рак. Размером с человеческую ладонь, безобидный на вид. Но этот парень превратил балтийскую экосистему в поле боя. Сигнальный рак, Пачифостакус лениускулус. Родом из Северной Америки, в 2008 появился в эстонской реке Мустжиги. Всего один экземпляр. Через 15 лет сотни тысяч по всей стране. Эстонские ученые перепробовали все. Яд не работает, течение уносит. Ловушки бесполезны, молодняк проскальзывает. Электрошок не достает до щелей в камнях, где прячутся раки. Отчаяние растет вместе с популяцией захватчиков. И тогда кто-то вспомнил про угрей. Европейский угорь охотится в темноте, проникает в любые щели, чует добычу за милю. Натуральный киллер. Итальянцы уже тестировали, результаты обнадеживающие. Эстония решила рискнуть. Если не можешь победить врага сам, найми того, кто может. Длина до 6 дюймов, вес до 3 унций. Коричневый панцирь с белыми пятнами на клешнях. Выглядит как обычный речной рак. Но это волк в овечьей шкуре. Сигнальный рак получил имя за белые отметины на клешнях. Как сигнальные флажки. В Америке он обычный житель ручьев и озер. В Европе – катастрофа. Всеядный. Ест все. Водоросли, мелкую рыбу, икру, насекомых, растения, падаль. Один рак съедает 15% собственного веса ежедневно. Прожорливый, как подросток. Может жить где угодно. Пресная вода, солоноватая вода, теплая, холодная. Температура от 32 до 86 градусов по Фаренгейту. Непривередливый, ходит по суше. До 1,5 миль за ночь. Река высохла. Не проблема. Пойдет к следующей. Танк с ногами. Агрессивный. Нападает на местных раков. Крупнее, сильнее, злее. Европейский благородный рак проигрывает каждую драку. Но главное оружие – не размер и не агрессия. 1960 год. Швеция. Местные раки вымирают от чумы. Рыбоводы в панике. Решение – завести американских раков. Они же устойчивы к болезни. Сигнальные раки прибыли. Прижились отлично. Шведы довольны. Первые годы все хорошо. Рыбоводство работает, экспорт идет, бизнес процветает. Проблема одна. Раки не хотят сидеть в прудах. Они сбегают в реки, озера, ручьи, начинают размножаться в дикой природе. Никто не беспокоится. Пока. 70-е годы 20 века раки в Финляндии. 80-е в Норвегии. 90-е в Германии и Польше. 2000-е Литва и Латвия. 2008 Эстония. Река Мустшиги. Биолог находит одного сигнального рака. Звонит коллегам. Все понимают, беда началась. Откуда взялся? 3 версии. Кто-то выпустил домашнего питомца. Кто-то незаконно разводил для продажи. Или приплыл из соседней страны сам. Неважно как. Важно, что он здесь. И принес с собой смерть. Самка сигнального рака откладывает 200 яиц за раз. Дважды в год. 400 потомков ежегодно от одной матери. Половая зрелость в 2 года. Означает, каждый рак через 2 года сам начинает плодиться. Экспоненциальный рост. Математика кошмара. Один рак в 2008. Через год 20. Через 2 400. Через 3 8000. Через 5 больше миллиона. Реальные цифры ниже из-за хищников и смертности, но тенденция та же. Выживаемость высокая. 80% икры превращается в взрослых раков. У местных раков 50%. Преимущество огромное. К 2020 году сигнальные раки найдены в 9 разных водоемах Эстонии. Реки Пярну, Виена, Рикусу, озера и карьеры. Даже в Балтийском море в заливе Пярну. Каждый новый очаг – новая популяция. Каждая популяция растет. Остановить невозможно. Каждый год ученые находят раков в новом месте. Скорость распространения пугает больше, чем количество. Раковая чума. Афаномицез астачи. Водный грибок-убийца. Родом из Америки. Американские раки болели миллионы лет. Выработали иммунитет. Грибок живет на них, не причиняя вреда. Носители без симптомов. Мобильные биологические бомбы. Европейские раки иммунитета не имеют. Встреча с грибком означает смерть. 100% летальность. Без исключений. Как работает?
Грибок прикрепляется к панцирю, прорастает внутрь, разрушает мягкие ткани. Рак умирает за 2 недели. Мучительно. Один зараженный сигнальный рак попадает в озеро с местными раками. Через месяц все местные мертвы. Каждый, вся популяция стерта. Эстония имела 300 мест обитания благородных раков. Редкий вид, под защитой. После появления сигнальных раков половина популяции исчезла. Просто перестала существовать. Река Рикусу. Там жили благородные раки 100 лет. В 2010-м появились сигнальные. К 2015-му ни одного местного. Геноцид за 5 лет. Лекарства нет, вакцины нет. Остановить распространение невозможно. Грибок живет в воде месяцами. Прилип к ботинку рыбака, перенесся в новое озеро. Хуже того, сигнальные раки адаптируются к Балтийскому морю. Раки не умеют плавать хорошо. Зато ходят по суше как танки, сотни метров за одну ночь. Просто выползают из воды и маршируют к следующему водоему. Выживают без воды неделями. Дышат через жабры, пока влажные. Кожа удерживает влагу. Идут через поля, леса, дороги. Ничто не останавливает. Беременная самка несет 400 яиц под хвостом. Думаете, она сидит дома? Нет. Она тоже ходит по суше. Одна самка колонизирует новое озеро. 400 новых раков через сезон. Британцы засекли движение. 300 футов за 2 дня. Один рак прошел 1000 футов за ночь. Марафонец в панцире. Барьеры не работают. Дамбы обходят, сетки перелезают. Построили забор. Рак обойдет по суше. Водопад выползет и зайдет выше. Ученые в шоке. Водное существо захватывает сушу. Зимой раки роют. Норы глубиной до 6,5 футов. Не просто дыры, целые системы тоннелей. Десятки взаимосвязанных ходов. Подземный город. Плотность до 20 нор на квадратный метр берега. Сотни раков копают одновременно. Берег превращается в швейцарский сыр. Последствия катастрофичны. Британское исследование: берега с раками разрушаются на 253% быстрее. Эрозия утраивается. Берега падают в воду кусками. Италия, 2015. Дамба на реке Секкия. Раки прорыли норы. Дамба рухнула. Наводнение. Ущерб $500 миллионов. Один вид раков стоил как небоскреб. Англия. Каналы XVIII века. Историческое наследие. Раки роют берега, каналы рушатся, инженеры в панике, укреплять бесполезно, раки копают глубже. Фермеры теряют землю, скот проваливается в норы, трактора застревают, поля затапливает, когда берега рушатся. Раки строят подземную империю, разрушая надземную. Если не можешь победить, съешь. Логично? Британцы попробовали. Сигнальные раки съедобны, вкус как лобстер. Мясо белое, сладкое, деликатес в Америке, в Европе захватчик. Почему не превратить проблему в ресторанный бизнес? 2008. Знаменитый шеф Хью Фернли Уитингстолл. Эксперимент на реке Кеннет. 20 ловушек, 40 метров реки. Две недели интенсивного лова. Результат — 140 раков. Звучит много, популяция не изменилась. 0 эффекта. Вывод: нужно 100 ловушек на те же 40 метров. Нереально. Математика убийственная. Если вам понравилась наша история о захватчиках с панцирем и подземными войнами, не забудьте подписаться на канал. А если хотите поддержать наш проект и помочь нам создавать еще больше таких интересных видео, загляните по ссылке в описании или просто наведите на экран. Наш QR-код уже ждет. Помните, каждый донат — это как дополнительный раунд в битве за экосистему. Самка производит 400 яиц в год. Человек съедает, может, 20 раков за ужин. Раки размножаются быстрее, чем люди едят. В 20 раз быстрее. Рестораны пробовали. Раковые фестивали. Бисквит из раков. Салаты. Все что угодно. Спрос есть. Но вылов не успевает за размножением. Проблема. Раки живут 20 лет. Едят все. Прячутся везде. Один пропущенный рак восстанавливает популяцию за 3 года. Британцы не сдались. Продолжают ловить и есть. Вкусно, бесплатно, экологично. Но раков только больше. Не съесть быстрее, чем плодятся. 2010. Первая попытка. Яд. Ротенон. Убивает всю рыбу. Раки прячутся в ил, переживают обработку. Яд уносит течением. Бесполезно. Вторая попытка. Ловушки. Стандартные раколовки.
Ловят только крупных взрослых. Молодняк проскальзывает через сетку. Популяция растет быстрее, чем вылавливают. Провал. Третья попытка – электроловля. Ток в воду. Рыба всплывает оглушенная. Раки сидят в расщелинах камней. Ток не достает, бесполезно. Четвертая попытка – осушение водоемов. Слить воду, высушить дно, убить всех раков. Работает. Но водоем мертв на годы. Убиваешь экосистему, чтобы спасти экосистему. Абсурд. Пятая попытка – ручной сбор. Водолазы вылавливают раков вручную. Медленно, дорого. Пропускают 90%. Бесполезно. За 10 лет потрачено 2 миллиона евро. Результат – раков стало больше. Они захватили новые территории. Победа захватчиков по всем фронтам. Ученые в отчаянии. Нужно что-то радикальное. Швеция. 50 тысяч озер. Сигнальные раки в половине. Местные раки практически исчезли. Катастрофа. Финляндия. Раки достигли северных регионов. Адаптировались к холоду. Захватывают озера в Лапландии. Невероятно. Польша. Река Вепша. 2014 – первые раки. 2020 – вся река заражена. 6 лет на полную оккупацию. Германия. Сотни водоемов заражены. Правительство тратит миллионы на борьбу. Безрезультатно. Великобритания. Раки появились в 2012-м. Британцы в шоке. Островная изоляция не помогла. Общий ущерб для Европы – сотни миллионов евро ежегодно. Потеря биоразнообразия, урон рыболовству, разрушение экосистем. Евросоюз объявил сигнального рака инвазивным видом. Запретил перевозку, содержание, продажу. Штрафы до 100 тысяч евро. Раки продолжают размножаться. Но у кого-то появилась безумная идея. Европейский угорь. Ангила. Длина до 4 футов, вес до 15 фунтов. Змея, которая решила стать рыбой. Ночной хищник. Зрение слабое. Обоняние феноменальное. Чует кровь в воде за милю. Находит добычу в кромешной тьме. Тело как резиновый шланг. Проникает в расщелины шириной 1 дюйм. Туда, где раки прячутся. Туда, где не достают ловушки и электрошок. Челюсти, как тиски. Зубы мелкие, острые. Хватает рака за спину. Раздавливает панцирь. Заглатывает целиком. Один угорь съедает одного рака каждые 4 дня. Живучий. Может дышать через кожу. Выползает на сушу. Переживает без воды часами. Охотится везде, где есть влага. Меню разнообразное. Но раки – любимое блюдо. Медленные, мясистые, питательные. Идеальная добыча. Итальянские ученые первыми протестировали идею в 2010-м. Италия. 2010. Пруд кишит красными болотными раками. Другой инвазивный вид. Ученые запускают 10 угрей. 14 дней наблюдений. Результат – угри съедают одного рака каждые 4 дня. Маленьких раков едят чаще. Крупные тоже не спасаются. Франция. 2012. Экспериментальный пруд. 3 года наблюдений. Высокая плотность угрей, популяция раков коллапсирует. Не исчезает, но сокращается на 90%. Швейцария. 2019. 7 озер. Угрей запускают вместе со щуками и окунями. 3 года спустя популяция раков снижена на 75%. Проблема одна. Угри сами под угрозой. Численность упала на 95% за 50 лет. Критически исчезающий вид. Европа запретила коммерческий вылов, но для науки исключение. Использовать угрей для контроля раков экологически оправдано. Спасаешь одну экосистему, помогая другой. Эстония изучила результаты. Решение принято. 2021. Университет естественных наук Эстонии запускает программу. Название проекта «Искоренение инвазивных видов в эстонских пресных водах». Бюджет – 1,5 миллиона евро. Цель – протестировать угрей как биологическое оружие. Если сработает, масштабировать на всю страну. Где брать угрей? Разведение. Покупка у лицензированных хозяйств. Выращивание до взрослого размера. 1 угорь стоит 20 евро. Дорого, но альтернативы нет. Первый выпуск «Река Вяена». 50 угрей. Мониторинг каждую неделю. Ловушки показывают количество раков. Второй выпуск «Водохранилище Робко». 30 угрей. Та же процедура. Третий выпуск «Ручей Рикусу». 70 угрей. Самая зараженная локация.
Всего за 2 года выпущено более 1000 угрей в 9 разных водоемов. Каждый угорь помечен микрочипом. Отслеживание движения, выживаемости, эффективности охоты. Параллельно продолжают вылов ловушками. Комбинированный подход. Ловушки берут крупных, угри охотятся на мелких, ждут результатов. Угорь охотится ночью, выползает из укрытия, плывет вдоль дна, обоняние работает как радар. Чует химический след рака, следует по запаху, находит расщелину, просовывает голову. Тело следует за головой. 2 дюйма щель достаточно. Рак пятится глубже. Поздно. Угорь быстрее. Челюсти хватают за основание клешни. Рак сопротивляется. Бесполезно. Угорь тянет рака из укрытия. Перехватывает за спину. Панцирь трещит. Раздавлен. Угорь заглатывает добычу с хвоста. Целиком. Процесс занимает 2 минуты. Переваривание 24 часа. Потом снова охота. Маленькие раки — легкая добыча. Длина до 2 дюймов. Съедаются без усилий. Средние раки требуют больше времени. Крупные раки сложнее, но угорь справляется. Линяющие раки — любимая цель. Панцирь мягкий, беззащитный. Угорь чует линьку за 100 футов. Прибывает как торпеда. Один угорь контролирует территорию 100 футов в диаметре. Охотится каждую ночь. За месяц съедает 8 раков. За год 96. Вопрос, работает ли это в реальности? Река Вяэна. 6 месяцев после выпуска угрей. Ловушки показывают снижение раков на 40%. Работает. Водохранилище Робко. 1 год спустя популяция раков сократилась на 30%. Медленнее, чем ожидалось, но тенденция положительная. Ручей Рикусу. 2 года наблюдений. Раков стало меньше на 50%. Лучший результат. Причина – закрытая система, угри не уплывают. Проблема – молодые раки все еще размножаются быстрее, чем угри их едят. Полное искоренение невозможно. Но контроль работает. Мониторинг микрочипов показывает, 70% угрей остаются в месте выпуска. 30% уплывают вниз по течению, часть попадает в Балтийское море, теряются. Выживаемость угрей 85% в первый год. Хорошо. Хищники, браконьеры, болезни забирают 15%. Анализ желудков пойманных угрей, 70% содержимого составляют раки. Остальное – мелкая рыба и насекомые. Угри действительно предпочитают раков. Ученые осторожно оптимистичны. Метод не панацея, но лучшее, что есть. Проблема первая – угри сами исчезающий вид. Европейская популяция упала на 95%. Использовать их массово невозможно. Этично сомнительно. Проблема вторая – стоимость. 1 угорь 20 евро. 1000 угрей 20 тысяч евро. Плюс разведение, транспортировка, мониторинг. Дорого. Проблема третья. Угри мигрируют. Живут в пресной воде 10 лет. Потом уплывают в Саргассово море размножаться. 3000 миль через Атлантику. Умирают после нереста. Инвестиция временная. Проблема четвертая. Угри едят не только раков. Икра местной рыбы, молоть, лягушки. Помогая одному, вредишь другому. Баланс хрупкий. Проблема пятая. Раки адаптируются, становятся осторожнее. Прячутся глубже, меняют поведение, эволюция в реальном времени. Проблема шестая – масштаб. Эстония имеет 1000 водоемов. Нужны сотни тысяч угрей. Нереально. Ученые понимают, угри – часть решения, не все решение. Нужны союзники. Щука – Эсокс люциус. Длина до 5 футов. Засадный хищник. Атакует раков на открытой воде. Эффективность средняя. Раки быстро учатся избегать. Окунь. Перка флувиатилис. Стайный охотник. Молодые окуни едят маленьких раков. Взрослые предпочитают рыбу. Помощь минимальная. Сом. Силурус гланис. Гигант до 10 футов. Ест все, что движется, включая раков. Проблема – сомов мало. Редкий вид в Эстонии. Норка. Мустела визон. Полуводный хищник. Охотится на берегу и под водой. Ловит раков на мелководье. Эффективно, но популяция норок контролируется. Цапля. Ардеа тинереа. Птица-рыболов. Вытаскивает раков с мелководья. Летом активно. Зимой улетает. Сезонная помощь. Выдра. Лутра. Отличный охотник. Ныряет за раками. Редкий вид под защитой. Использовать нельзя.
Комбинация хищников работает лучше. Щуки днем, угри ночью, норки на берегу, цапли летом. Многоуровневая атака. Но главный враг раков другой – сами раки. Каннибализм процветает при высокой плотности. Природа сама регулирует. 2025. Сигнальные раки найдены в новых локациях. Распространение продолжается. Скорость замедлилась, но не остановилась. Эстония продолжает программу. Выпуск угрей каждый год. 1000 особей, плюс интенсивный вылов ловушками, плюс просветительские кампании. Школьники учат различать виды раков. Рыбаки обязаны сообщать о находках. Штрафы за перевоз живых раков – 5000 евро. Общественность мобилизована. Новые методы тестируются. ДНК-анализ воды. Обнаруживает раков по следам ДНК. Раннее выявление, быстрее реакция. Феромонные ловушки. Приманивают раков химическими сигналами, эффективнее обычных на 30%. Стерилизация самцов радиацией, выпуск в популяцию. Самки спариваются, но потомства нет. Экспериментальная технология. Результаты смешанные. Некоторые водоемы очищены, другие безнадежно заражены. Третьи под контролем, но не свободны. Благородный рак исчез из половины прежних мест обитания. Критически исчезающий вид теперь. То, что должны были защитить, почти потеряли. История эстонских раков – урок человечеству. Один вид, одна ошибка 60 лет назад. Последствия до сих пор. Швеция хотела решить проблему быстро, импортировала чужих раков. Создала большую проблему – классика человеческой логики. Инвазивные виды – вторая по величине угроза биоразнообразию после разрушения среды обитания. Ежегодный ущерб миру – 420 миллиардов долларов. Примеры везде. Кролики в Австралии. Итак, если бы раки могли подписываться на наш канал, они бы сделали это, чтобы не повторять ошибок человечества. Если вам интересно, как избежать таких морских приключений, не забудьте нажать на кнопку подписки. А если хотите поддержать наш проект и помочь нам делать еще больше увлекательных видео, ссылка для доната в описании или QR-код на экране, раки точно не обидятся. Змеи в Гуаме, крысы на островах, каждый раз одна история. Человек завозит, природа страдает, человек пытается исправить, эстонские угри работают. Но это пластырь на ране, не лечение. Сигнальные раки остались навсегда, искоренить невозможно. Только контролировать. 1000 угрей в Балтийских водах. Армия скользких наемников в войне, которую начали не они. Борьба продолжается. Без финиша, без победы. Только бесконечный контроль. Маленький безобидный рак изменил экосистему континента. Природа не прощает ошибок, запоминает каждую и выставляет счет потомкам.